О, блин, эфир идет. А я что-то тупанул. Сейчас я проверю. Так. Он у меня перевернутый или не перевернутый? Не понимаю. Да что такое? Так. Я онлайн или не онлайн? О, точно. Всем привет, это странно. Ну, короче, сейчас будет такой простой эфир, маленький. Он, к сожалению, не так прям бодро начался, как я хотел. Но сейчас я порисую чуть-чуть. Что? Это вот эту вот штуку для того проекта, который я сейчас делаю. Это Едома, вид на Никольскую церковь со стороны Пеннеги. Это вот такая вот симпатичная церковь. Не вот это, а вот это. Мне интересна ее форма, и, возможно, я постараюсь ее инклюдить в то, что я делаю сейчас. Это большой такой проект, сейчас я вам покажу. Ой, не вот эта история, а в целом это такая большая штука. Вот она крутится, я ее проговаривал подробно на одном из стримов. Недавно делал презентацию этого проекта. И вот для него фрагменты я набираю старательно. Что из этого получится, можно следить у меня в Инстаграм. Вот тут вокруг происходит такая штука, ну, все бегают, рассказывают и говорят, а я буду делать короткий скетч, совмещать приятное с полезным. Вот эту вот штучку порисую, вот эту форму, и рисую параллель-пен мой. Вот он. Вокруг, может быть, будет немного хаос. Я не знаю, как хорошо ли работает звук, не шуршит ли это все, как в прошлый раз. На фоновые голоса не обращайте внимания. В общем, я сейчас немножко врубаюсь в вот эту форму и порисую с разных ракурсов, чтобы привыкнуть к ней. Это как такой рабочий режим. Ну, немножко фонит и трудно сосредоточиться, блин. И со мной, к сожалению, нет моего держателя. Ну ладно. Я примерно прикидываю, которые гармонизируют эту структуру. Привыкаю к этой форме. Делаю себе родной. По возможности, как получается. Здесь такая купольная форма, такая тыдым, тыдым. Блин, нужно привести, наверное, в коммунар-держатель. Мне будет проще жить. Ощутимо. Тут история с окнами. Там на фоне раздают благотворительные продукты. Так что вы можете услышать странные звуки. Окей. А потом, скорее всего, буду ее моделить. И, опять же, инклюдить в актуальный проект. Это все деревянная история. Ну и, походу, меня беспокоит немножко, есть ли шумы от микрофона. Пока я этого не понимаю. Ну, тут идет купольная история. Так, она приходит прямо сюда. Кажется, да.
Вот примерно так. И примерно вот так. Такая купольная форма. Сразу же накидываю тени. Чуть-чуть штрихами показываю плоскости. Не стараюсь рисовать это все супер аккуратно. Мне это прям не нужно. Это такая рабочая штучка, которая должна быть сделана очень быстро и выглядеть притом довольно симпатично. Тут еще идет ряд бревен. Ну и бревна так очень тезисно накидываю. Тут смысл весь в том, чтобы вся эта структура срасталась, выглядела естественно, несмотря на то, что мы рисуем очень простые формы. Как этого добиться? Вот у меня скоро будет вебинар в «Зеленой стреле». Кому интересно, то смотрите у меня там на соцстраничках всяких. Кичигин Эдуард, «Зеленая стрела», и там будет информация о этом вебинаре. Я там проговорю всякие свои секретики, которые позволяют рисовать в моем стиле быстро, просто симпатично. Тут на ютубе, в общем, конечно, не все рассказываю. Много идет просто как эксклюзивная информация для посетителей курсов, и вебинаров. Там алгоритмы этих построения изображений, очень много. Очень много необходимого для того, чтобы техника срослась и заработала. Вот. Курс будет 9 и 11 этого месяца. Какой месяц нынче? Июнь, кажется, если ничего не путаю. Так, окей. Тут прокладываю основные тени. Тыдым. И во многом, мой стиль рисунка — это полустилизация, быстрый скетчинг, такая история, которая выглядит как техничное рисование и с такими ножками в итальянской графике. Потому что итальянской истории у меня уже так довольно много. Все-таки мне нужен держатель. Я теперь буду ездить в коммунар с держателем и буду выглядеть еще более странным архитектором. Или, еще один держатель купить, его здесь оставить. Вот, что интересно в этом храме, в том, что такая прямоугольная форма. Я чуть накидаю тему с бревнами. В принципе, я сейчас рисую такими чернилами, которые хорошо бы размывать, конечно. Но мой аквабраш пока не со мной. Окей. Вот я напомню. Вот эта вот штука. Вот она. У меня, к сожалению, нет их полного вида. Тут она немножко по-другому выглядит. Ладно. У меня есть ошибки явно в изображении, но сейчас я попробую их нивелировать. Я прям не ожидал. Вот так эта вся история пойдет. Когда все не напутал. Ладно, окей. Нет, еще никого не нашла. Так, и сюда еще примыкает такое небольшое помещение. Люди приходят, вот раздаем. Вот так. Вот на этой высоте. Я не вижу, как оно заканчивается.
Но, в принципе, там большая часть того, что я хотел Ну, вот вы когда от понимания этого изображения, я получил. Там перекресток получается, да, с одной стороны пятерка, с другой стороны Ермолина, вот этот турецкий дворик. Не сказать, что я прям попал в пропорции, Вот смотрите на этот перекресток. но тоже этот подход, все это как спортивный подход. Мы делаем подход, и все получится по итогам. Вот, Рано или поздно, так или иначе. Без этого не обойтись. Не рядом, Так, хорошо бы персонажи нарисовать точно. для Вот там понимания потрясающе, масштабности всей этой истории. У них курица. Просто И просто покидаю очень материальность. хорошая. Что я Нужно делаю? попросить, Я чтобы рисую она дала максимально идею большую, чтобы она больше 5 килограмм весила. бревен. Вот она Трудно мне говорить в максимально параллели, большая когда курица. говорят там рядом по Именно телефону. эта курица. Но окей, это тоже Вот, прокачивает. а здесь я, или вы сюда приедете Всё на к нам в пользу. гости, или же туда к себе поедете, я к вам ветку отправлю. Ну, уже Так, попозже. еще раз Просто покажу. если я перестрахуюсь, курица Вот не эта нужна, история. как нужна, я поэтому стала заранее кого-то обзвонить, обыскивать, чтобы кто-то смог мне привезти. Димку попросила, он там работал, но... И он вот просто эта форма, потому что она позвонить не мог. любопытная. Я, может быть, принесу вот сюда, в первый круг. Кто смотрел мою презентацию по проекту, это может быть Ага. первая стена этой истории. Ну, то есть сейчас все это активно продумывается и развивается. Это очень сложно, потому что нужно свести в А вы голове дальше едете или как, ну, сразу как- несколько стилей А вы и перевезете сразу оптимизировать их под простые элементы. Ну, что я Сюда делаю? не приедете. Какие-то чудовищные задачи я себе ставлю. Хотя бы так. И наглые до невозможности. Но, короче, я сижу и думаю, если я их не решу, то кто их будет решать? А фиг знает. Вообще непонятно. Ну, поэтому я как такой, ну окей, ладно, буду я. Почему нет? Я это не готов совершенно, Наклад, да? но больше вроде некому. Ну, значит, буду я. Окей. Так, ладно, здесь странная форма, просто я тут ошибся большому. Сюда еще тенюшку. Вот здесь эти барабаны. Вот такие. 13:47. Вот они. Блин, надо Да, оптимизироваться обратно как-то. оттуда. Смотрите, туда 13, И рядом, наверное, 30, накидаю 47, оттуда обратно 14:56 только. вот эти вот виды, которые чуть в перспективе. Вот так это все происходит. Да. Спасибо большое, Борис, да. Как только вы это все Для того, чтобы это было более- Вот такую сумму мне приготовили. более Сейчас понятно. я возьму и привезу вам. Окей. Спасибо. Такая история. Довольно сложно накидывать все это в перспективе, поэтому я заморачиваться особо не буду. Но основное понимание ситуации дам, что происходит. А девочки забрали? И также это все происходит фрагментарно на точках, на лужах. Кто посещал мой курс, ну, понимает, о чем речь. Как можно это все радостно оптимизировать. В аккуратизм не пойду. Скорее всего, просто перейду к какому-то другому изображению. Если сейчас тут мне не будут делать очень сложный звуковой фон, то, может, я сегодня сделаю еще стрим другой. Окей. Вот такая история. Такая. Такая. Вот такая. И вот такая. Так, если у меня вид в плане, вида в плане у меня и нету. Но не беда.
Здесь маленькие купола. Вот они. Показываем, что это деревянная история. История с окнами. Вот здесь идет членение. И вот такая симпатичная, гармоничная и немножко декоративная форма получается. Он такой, как будто бы с утра так человек проснулся и пэм-пэм. Выглядит немножко взвинчено. Окей. Ну, в принципе, это вот я чуть покрутил там сбоку, с плана. И мне сразу стало понятнее эта эстетика. И теперь я могу с ней спокойнее работать. Я могу в голове крутить варианты и вставлять ее в проект уже намного более органично, чем я просто когда смотрел фотографии. Но во многом из-за этого эффекта тоже это все делается. Так, надо хоть подписать. Это Едома. Едома. Мид на Никольскую церковь. Нью церковь. Со стороны Пинегеи. Пинеги. 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 Окей. Так, нужно хоть подписать, типа, что это не проект Кичигин Эдуарда, это просто рисует Кичигин Эдуард. Эдуард. 2020, да. Блин, рука дрожит, честно говоря. Держать мне нужен держатель. Какой-то держатель мне нужен. И сейчас пройдусь по акцентам, чтобы вся эта история была более структурированной, выглядела. Стремлюсь в изображении к созданию структуры, рабочей структуры графического изображения. И вот это, мне кажется, очень правильный путь для архитектурного эскиза. Очень правильный. И во многом облегчающий жизнь. Прям очень сильно. Блин, все, нужно каждый день так разминаться. Руки подрагивают основательно. Как фитнес. В общем, вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите там в описании к видео всякие эти ссылки на плейлисты, там как рисовать всякие объекты этого нашего мира. Ну, в моей стилистике, там скетчинг, итальянская архитектурная графика, переделанная под нужды нынешней проектной истории. Так, всем чао-чао, пока.